Глава 1906. Грозные враги. Сердца людей-культиваторов высокого класса дрогнули, увидев это, и они не осмелились преследовать отступающих дьявольских кавалеров. Армия медных марионеток также остановилась недалеко от небесного города по приказу некоторых таинственных культиваторов в городе. После того, как эти дьявольские кавалеры отступили обратно к гигантским ковчегам, они тут же исчезли в ковчегах, как пятнышки черного света. Как только все дьявольские кавалеры вошли в ковчеги, боевые дьяволы Цзилунь также повернулись и сделали то же самое. Раздался громкий жужжащий звук, и все гигантские черные ковчеги мгновенно улетели вдаль, исчезнув из виду в мгновение ока. Начав массированную атаку на город, дьявольская армия необъяснимым образом отступила. Хань Ли и фея Серебряного Света не могли не обменяться озадаченными взглядами, увидев это. Хань Ли мгновение молчал, прежде чем задумчиво проанализировать, что-то не так. Если бы эти боевые дьяволы присоединились к битве, дьявольская армия могла бы немедленно одержать верх, и если бы были развернуты и дьявольские лорды, тогда вполне возможно, что они могли ворваться в город. С таким количеством дьявольской элиты в этой армии, я уверен, что в их рядах будет немало дьявольских лордов. Старейшины уже погибли, а это значит, что в городе осталось только 2 культиватора интеграции тела, поэтому они находятся в серьезном проигрыше, когда дело доходит до сил высшего уровня. У небесного города должен быть какой-то другой козырь, жертвой которого стали дьявольские армии, поэтому они действуют с такой осторожностью. Это действительно звучит вполне правдоподобно. Похоже, наша задача здесь не так сложна, как мы себе представляли. Выражение лица феи Серебряного Света немного смягчилось, когда она услышала это. Я бы не стал так спешить с выводами. Даже если у небесного города действительно есть какой-то мощный козырь, его, скорее всего, недостаточно, чтобы противостоять дьявольской армии. В противном случае они не стали бы так рисковать, запрашивая подкрепление из города высшего неба. Мы узнаем точную ситуацию только тогда, когда войдем в город, сказал Хань Ли. Фея кивнула в ответ. Думаю, да. Несмотря на то, что дьявольская армия отступила, они определенно оставили несколько разведчиков, чтобы следить за ситуацией здесь, но они никак не могут нас остановить, поэтому давай немедленно отправимся в город. Фея Линь Луань из секты Небесного Суверена, моя давняя знакомая. Интересно, как у нее дела. Действительно, это отличная возможность для нас войти в город. «Пошли», — кивнул Хань Ли. В этот момент люди-культиваторы и армия марионеток также отступили обратно в город, и они вдвоем начали лететь к городу как 2 полосы света. Их приближение, естественно, привлекло внимание культиваторов людей высокого класса на расстоянии, и некоторые из культиваторов пространственного закаливания среди них направили свое духовное чувство к паре издалека. Убедившись, что они оба были людьми, группа людей-культиваторов сразу же заволновалась. Когда они уже почти достигли небесного города, внезапно раздался леденящий кровь голос, казалось бы, из ниоткуда. «Я ждал вас». Как только голос замолк, ци в близлежащем окружении яростно всколыхнулась, и набор огромных дьявольских когтей появился из ниоткуда, прежде чем рвануть к 2 полосам света. Дьявольские когти были размером в несколько тысяч футов и чернильно-черного цвета, а из кончиков пальцев вырывались столбы зеленого пламени. Их огромный размер когтей охватывал все небо, и Хань Ли и фея были поражены ощущением, что от них невозможно уклониться. Должно быть, один из дьявольских лордов остался. Воскликнула фея, сразу же взмахнув обоими рукавами. Серебряный свет вспыхнул, и пара серебряных крючков вылетела вперед, прежде чем превратиться в белый полумесяц и палящее малиновое солнце. Каждое небесное тело было размером в несколько сотен футов, и они мчались прямо на гигантские когти под грохот раскатов грома и завывания ветра. Что касается Хань Ли, он также поднял руку, чтобы запустить массивную мерцающую проекцию золотого кулака в воздух, и раздался сокрушительный грохот, когда яростно взорвался духовный свет разных цветов. Все пространство сотрясалось, и беспрестанно раздавались звуки ветра и грома. Даже с необычайной силой и физическим телосложением Хань Ли, он все равно был вынужден отступить на 7-8 шагов от силы удара, прежде чем, наконец, стабилизировался. Что касается феи Серебряного Света, она была отброшена назад еще дальше, преодолев по воздуху несколько сотен футов, прежде чем, наконец, ей удалось остановить свой собственный импульс. Кроме того, это произошло даже после того, как Хань Ли аннулировал около 75% силы дьявольских когтей. Перед лицом такой страшной атаки выражение лица феи Серебряного Света сразу же значительно помрачнело. Однако владельцу дьявольских когтей это столкновение тоже не понравилось. Мало того, что гигантская дьявольская проекция, которую он выпустил, была полностью уничтожена, он также был вынужден вдруг споткнуться. В глазах Хань Ли появился холодный взгляд, и он как раз собирался сфокусировать свой взгляд на этом дьявольском существе, когда внезапно сзади к нему без всякого предупреждения подкатило леденящее кровь ощущение. Если бы на его месте был нормальный культиватор среднего этапа интеграции тела, они определенно значительно замедлились бы из-за этого всплеска ледяной силы.
Тем не менее, Хань Ли обладал пятицветным ледяным пламенем, и он также поглотил другой тип неизвестной ледяной силы в изначальном мире, поэтому его мастерство в управлении ледяными силами ни в малейшей степени не уступало культиваторам интеграции тела, которые использовали только искусство культивирования ледяных атрибутов. Таким образом, всплеск ледяной силы не сделал ничего, кроме как создал слой инея на его мантии. Внезапно из-за спины Хань Ли выскочила зеленая фигура, прежде чем нанести жестокий удар. Зеленые кулаки ударили по белоснежно-белому летящему кинжалу среди оглушительного грохота, и зеленый и белый свет переплелись, когда взрыв процветающей жизненной силы вспыхнул во всех направлениях вместе с белой ледяной ци. Летящий кинжал дрогнул, прежде чем отлететь назад, а затем приземлился в руках другой гуманоидной фигуры, которая только что появилась из воздуха. Это был худощавый молодой человек на вид лет 15. У него было холодное выражение лица, и в настоящее время он оценивал Хань Ли с ледяным взглядом. Что касается зеленой фигуры, то оказалось, что эта гуманоидная фигура в зеленой мантии внешне идентична Хань Ли. От ее тела исходил слабый пурпурный свет, и у нее отсутствовала одна рука. Несмотря на то, что фигуре удалось отбить летящий кинжал кулаком, ее рука также была отрублена во время столкновения. Однако затем вокруг запястья отрубленной руки появился шар зеленого света, и его место тут же заняла другая рука. Зеленокожий Хань Ли согнул пальцы на руке, и она ничем не отличалась от руки, которую только что отрубила. Ледяной молодой человек слегка запнулся, увидев это, прежде чем в его глазах появился злобный огонек. Зеленокожий Хань Ли, естественно, был никем иным, как его духовным телом на стадии интеграции тела, и оно спасло его от той опасной скрытой атаки. Тем не менее, лицо Хань Ли было немного мрачным, поскольку он также с враждебностью в глазах оценивал молодого человека в белом халате. С тех пор, как он освоил первую стадию техники очищения духа, никому не удавалось подобраться к нему так близко, чтобы он не был обнаружен. Это сразу же заставило Хань Ли весьма настороженно относиться к этому дьявольскому лорду средней стадии интеграции тела. Внезапно раздался оглушительный грохот, и Хань Ли поднял бровь, краем глаза бросив взгляд на фею. Там он обнаружил, что она вызвала серебряный флаг, который превратился в шар серебряного света, и только что пережила еще одно столкновение с обладателем гигантских дьявольских когтей. Судя по ее бледному цвету лица и слегка дезориентированному взгляду, она явно проигрывала во время столкновения. Отчасти это было связано с тем, что ей еще предстояло оправиться от последней битвы, но в то же время нельзя было сбрасывать со счетов силу ее противника. Сердце Хань Ли слегка дрогнуло, когда он поднял взгляд в воздух, где увидел крепкого дьявольского мужчину в наборе черных дьявольских доспехов. У дьявольского человека была малиновая саркома на голове, и он держал пару чернильно-черных костяных молотов, зловеще оценивая Хань Ли и фею серебряного света. Веки Хань Ли слегка дернулись, когда он обнаружил, что этот дьявольский человек в черных доспехах находится на пике поздней стадии интеграции тела, и неописуемо зловещая аура, исходящая от его тела, указывала на то, что он, похоже, использовал чрезвычайно мощное дьявольское искусство культивирования. Вы двое являетесь уважаемыми фигурами даже в контексте всей расы старших дьяволов. Вам не кажется, что использовать такую хитрую тактику слишком грязно? Фея обвинила в ярости фея серебряного света. И если мы можем убивать наших врагов, какое это имеет значение? Мы не связаны претенциозными правилами, которые вы, люди, установили для себя, захохотал здоровенный дьявольский лорд, яростно стуча молотами. Судя по вашим способностям, я уверен, что вы двое довольно известны даже среди дьявольских лордов. Как насчет того, чтобы назвать нам свои имена, спокойно сказал Хань Ли. Вы двое только что смогли противостоять моей атаке, так что вы достойны услышать мое имя. Я Тилун из ветви стальной кости нашей священной расы, а эта фея из ветви ледяного духа. Вы двое должны быть подкреплением людям, которое было отправлено в этот небесный город. Почему бы вам не сказать мне свои имена, чтобы я мог добавить вас в список культиваторов интеграции тела, которых я убил? Со зловещей улыбкой сказал Тилун. Вместо того, чтобы разозлиться на это провокационное замечание, Хань Ли просто улыбнулся и ответил: «Моя фамилия Хань, и я всего лишь незначительный человек, о котором, я уверен, вы не слышали. Как вы думаете, у вас все еще есть шанс убить нас после того, как он не смог этого сделать с той скрытой атакой?» Словно в подтверждении слов Хань Ли, как только его голос затих, две полосы духовного света внезапно вылетели из небесного города и устремились прямо к ним. Глава 1907. Прибытие союзников. В двух полосах света два поразительных всплеска духовного давления стадии интеграции тела хлынули на двух дьявольских лордов. Они содержали культиваторов ранней и средней стадии интеграции тела. Выражение лица Тилуна слегка изменилось, когда он увидел это, и, бросив быстрый взгляд на две встречные полосы света, он мрачно повернулся к своему спутнику и сказал: «Пошли». Как только его голос оборвался, он поднял руку, призывая чернильно-черную боевую повозку длиной в несколько десятков футов, и тут же влетел в повозку.
Тем временем ледяной молодой человек оставался совершенно бесстрастным, но его тело расплылось на месте, прежде чем исчезнуть во вспышке. В следующее мгновение в нескольких тысячах футов появился молодой человек в белом, затем сделал еще один шаг и снова исчез. Казалось, он обладал бесформенным телом, и ему потребовалось всего несколько шагов, чтобы полностью исчезнуть вдали. Что касается Ти Луна, то черная боевая повозка под его ногами вспыхнула черным светом, а затем унесла его вдаль в виде дуги черной молнии. Раздалась череда ударов грома, и после еще нескольких вспышек карета тоже исчезла вдали. У Хань Ли было задумчивое выражение лица, когда он смотрел на двух уходящих дьявольских лордов, но не пытался преследовать их. Что касается феи Серебряного Света, то она явно очень настороженно относилась к удивительным силам Ти Луна и тоже оставалась на месте с напряженным выражением лица. Эти два дьявольских лорда оказались намного могущественнее, чем она ожидала, и среди этой армии могли быть и другие дьявольские лорды. В этом случае, даже с ее помощью и помощью Хань Ли, было бы очень трудно охранять этот город. Выражение лица Хань Ли быстро вернулось к норме, и на его лице появилась слабая улыбка, когда он бросил взгляд на две встречные полосы света. Свет погас, и недалеко от дуэта Хань Ли показались два человека. Это были мужчина, которому на вид было за 40, и женщина, которой на вид было 27 лет. У мужчины было квадратное и строгое лицо, и он был одет в желтую мантию ученого. В руке у него была толстая книга из белого нефрита, а к спине были привязаны две гигантские кисти, одна золотая, а другая серебряная. Что касается женщины, то у нее было овальное лицо, и она была довольно красива. На ней было темно-зеленое роскошное платье, и она держала корзину с цветами. При виде женщины в глазах феи Серебряного Света вспыхнул восторг, и она сразу же сказала: «Я так рада, что ты цела и здорова, сестра Линь. Меня послали сюда, чтобы укрепить вашу секту. Сестра Серебряного Света, я так рада тебя видеть. Ваш город, должно быть, получил нашу просьбу о подкреплении. Могу я узнать, кто твой компаньон? Я не припоминаю, чтобы когда-либо видела его раньше». Женщина в роскошном платье оценила фею Серебряного Света с выражением удивления и восторга на лице, которое затем сменилось недоумением, когда она повернулась к Хань Ли. Прежде чем Хань Ли успел ответить, ученый в желтой мантии улыбнулся и сказал: «Хе-хе, это товарищ Даос Хань Ли. Я несколько раз встречал его на горе 9 бессмертных». Этот ученый, казалось, узнал Хань Ли, и Хань Ли также нашел его довольно знакомым. После короткой паузы для размышлений он вспомнил, кем был этот человек, и сразу же поприветствовал его с улыбкой. «А, вы мастер Лазурного Дракона из секты 9 звезд, приятно снова встретиться с вами». Этот мастер Лазурного Дракона был культиватором интеграции тела, с которым он несколько раз встречался во время съезда обмена бесчисленными сокровищами, но они не были слишком хорошо знакомы друг с другом. Ученый направил свое духовное чувство на Хань Ли, после чего в его глазах появился намек на удивление. «Я помню, когда мы в последний раз встречались, вы были только на ранней стадии интеграции тела, но всего через несколько столетий вы перешли на среднюю стадию интеграции тела. Я должен поздравить вас, брат Хань. Мне очень повезло, что я смог совершить прорыв за последние несколько столетий. Я не думал, что мы встретимся снова после съезда по обмену. Должно быть, это товарищ Даос Линь Луань, которую упоминала Серебряная фея, верно?» Хань Ли, как обычно, скромно ответил, прежде чем сменить тему и обратить свое внимание на женщину в роскошном платье. «Действительно, я Линь Луань, брат Хань. Я много слышала о вас в последнее время, и я должна поблагодарить вас и сестру Серебряного Света за то, что вы пришли в наш город, чтобы помочь нам в трудную минуту. Если бы товарищи по стадии интеграции тела не пришли как подкрепление, то наш небесный город, скорее всего, не продержался бы еще и 2 месяцев», сказал Линь Луань очень приятным для слуха голосом, полным благодарности. «Почему это, сестра Линь?» Брат Хань и я только что видели, как дьявольская армия напала на город издалека, и дьявольские кавалеры действительно кажутся довольно неприятными, но город смог удержать их в страхе. В чем же проблема? Спросила фея Серебряный Свет, когда на ее лице появилось мрачное выражение. К сожалению, то, что вы только что видели, это лишь малая часть дьявольской армии. Настоящая армия находится в горной цепи за 1000 километров отсюда. Да и кавалеры не атакуют город во всю силу, потому что они ждут наступления определенного дня, ответила Линь Луань с кривой улыбкой. Они ждут определенного дня. Фея Серебряного Света была немного сбита с толку, услышав это. «Да, но тут не место для разговоров. Давайте сначала вернемся в город. Старшие дьяволы чрезвычайно хитры. Возможно, эти 2 дьявольских лорда вернутся с 2 другими дьявольскими лордами», напомнил мастер Лазурного Дракона. Услышав это, сердце феи Серебряного Света дрогнуло, и она тут же, не раздумывая, согласилась: всего 4 дьявольских лорда. «Хорошо, давайте поспешим обратно в город». Таким образом, 4 из них вместе полетели к небесному городу, достигнув массивной городской стены в мгновение ока.
В этот момент некоторые из людей-культиваторов и медных марионеток еще не вошли в город, и Хань Ли не мог не бросить на них несколько взглядов. Все высококлассные культиваторы выглядели весьма истощенными, а у некоторых из них были очень бледные лица, что указывало на то, что они либо получили травмы, либо потратили слишком много энергии. Что касается медных марионеток, то большинство из них были изрешечены ямками и шишками, а у некоторых даже отсутствовали конечности. Казалось, что небесный город действительно отчаянно боролся. Выражение лица феи Серебряного Света также потемнело, когда она увидела это, в то время как Линь Луан и Мастер Лазурного Дракона могли только смотреть на это с кривыми улыбками. Как раз в этот момент группа культиваторов в пятицветных одеждах вылетела на городскую стену на летающих сокровищах. Затем они начали восстанавливать городскую стену, вырезая на ее поверхности ряд сложных и глубоких образований. В то же время группы людей-воинов забрались на городскую стену, чтобы заменить там людей-культиваторов. Все эти воины были полностью экипированы и, казалось, хорошо отдохнули, и сердце Хань Ли немного успокоилось, увидев это. Таким образом, он и фея Серебряный Свет были проведены через городскую стену, а также оборону, которая была установлена в городе, и, наконец, пробились в зал, расположенный в углу небесного города. В зале их уже ждали несколько культиваторов пространственного закаливания, и как только они прибыли, группа культиваторов встала, чтобы с энтузиазмом поприветствовать их. При виде намека на недоумение на лицах Хань Ли и феи Серебряного Света, мастер Лазурного Дракона поспешно объяснил. Это товарищи даосы, которые несут ответственность за надзор за обороной нашего города. Я уверен, что они смогут представить вам нашу текущую ситуацию. Я понимаю. Хань Ли кивнул, прежде чем сесть в холле, в то время как группа культиваторов пространственного закаливания осталась почтительно стоять в стороне. Сестра Линь, коллега даос Лазурный Дракон, пожалуйста, подробно расскажите нам о текущей ситуации в небесном городе, а также о том, как были убиты эти два товарища даоса, чтобы мы с братом Ханом могли знать, на что обращать внимание, сказала фея Серебряного Света, садясь. Выражения всех слегка изменились при упоминании двух умерших культиваторов интеграции тела, а выражение лица мастера Лазурного Дракона стало немного напряженным. Фея Линь Луань слегка нахмурила брови, когда она ответила. На самом деле не так уж много можно сказать о том, как были убиты те собратья-даосы. Мы упомянули все, что нужно было сказать в этом письме. Дьявольские лорды, ведущие наступление на наши города, чрезвычайно хитры. Изначально они привели только небольшую часть своих дьявольских кавалеров, и этих кавалеров возглавляли только два дьявольских лорда на ранней стадии интеграции тела. Так двое наших товарищей даосов были выманены из города, где они попали в засаду 4 дьявольских лордов и были убиты на месте. Ясно, эти дьявольские существа действительно очень расчетливы, сокрушенно вздохнула фея Серебряного Света. Хань Ли кивнул в знак согласия, прежде чем спросить, действительно, нам двоим тоже нужно действовать осторожно. Если возможно, не могли бы вы рассказать нам о способностях этих 4 дьявольских лордов? Конечно, мы будем рассчитывать на вас и товарища даоса Серебряного Света, чтобы помочь нам защитить город, поэтому мы дадим вам всю информацию, которую собрали об этих 4 дьявольских лордах, быстро согласился мастер Лазурного Дракона. Это было бы лучше всего. Вы говорили ранее, что дьявольские существа ждали определенного дня. Не могли бы вы уточнить, какого? Спросил Хань Ли. Фея Серебряного Света явно тоже была очень заинтересована в ответе. Это относится к тому дню, что наступит через 2 месяца, тогда 5 солнц превратятся в луны. В этот день основная защитная формация, на которую опирается наш город, перестанет функционировать, мрачно ответила Линь Луань. Глава 1908. Астральное формирование 9 солнц. День, когда 5 солнц превратятся в луны. Теперь, когда вы упомянули об этом, это столетнее явление действительно произойдет через 2 месяца, но какое это имеет отношение к защитному формированию города? Спросила фея Серебряный Свет. Хань Ли был очень хорошо осведомлен о формированиях, и он быстро предположил, в тот день, когда 5 солнц превратятся в луны, энергии Ян неба и Земли будет сильно не хватать. Может быть, это формирование черпает свою силу из этой энергии. Именно так, товарищ Даос Хань. Наши 4 секты создали в городе астральное формирование 9 солнц, и чем больше энергии Ян неба и Земли оно сможет поглотить, тем могущественнее оно будет. На пике своих сил его невозможно покорить даже дьявольским лордам. Именно из-за этого формирования дьявольская армия не осмелилась начать полномасштабную атаку на наш город. Мало того, что это формирование может быть установлено только в месте, где можно найти 9 участков земного огня, требуемые материалы исчерпали почти все богатства наших 4 сект, кроме того, оно ограничено тем, что может высвободить свою силу только после поглощения огромного количества энергии Ян неба и Земли. При нормальных обстоятельствах это не было бы проблемой, но из-за проблемы, описанной ранее, мы действительно находимся в ужасной ситуации, сказала Линь Луань, нахмурив брови. Астральное формирование 9 солнц. Если это формирование так сильно, как вы говорите, то почему я никогда не слышала о нем раньше? Спросила фея Серебряный Свет.
Это неудивительно. Это формирование было создано дюжиной или около того мастерами нашей 4 секты, и им потребовалось более 1000 лет, чтобы завершить его. Его силы определенно не уступают легендарным древним формированиям, с некой гордостью объяснила фея Линь Луан. Выражение лица Хань Ли не изменилось, когда он услышал это, но на самом деле он был очень удивлен. Только крупная держава, подобная этой, сможет собрать достаточно ресурсов и рабочей силы, чтобы создать новое формирование такой ошеломляющей мощи. Казалось, 4 секты были очень могущественны и давно готовились к этой дьявольской напасти. Мало того, что они собрали 4 культиваторов интеграции тела, они даже создали такое необычное формирование. Внезапно Хань Ли пришла в голову мысль, и он улыбнулся, когда сказал: «Это астральное формирование 9 Солнц действительно кажется очень мощным, но город сталкивается с армией дьявольской элиты во главе с 4 дьявольскими лордами. Конечно, одного этого формирования недостаточно, чтобы заставить армию так настороженно относиться к городу». Действительно, это формирование чрезвычайно мощное, но его активация, безусловно, займет довольно много времени, поэтому было бы довольно сложно использовать его против 4 дьявольских лордов. Кроме того, среди дьявольской армии есть дьявольский лорд на пике поздней стадии интеграции тела. Действительно ли формирования будет достаточно, чтобы противостоять такому могущественному существу, спросила фея Серебряного Света с озадаченным выражением лица. Помимо астрального формирования 9 Солнц, в нашем городе действительно было несколько мощных козырей, которые могли угрожать дьявольским лордам, но все эти козыри имеют серьезные ограничения и могут быть использованы только определенное количество раз, поэтому сейчас их почти не осталось. Эти дьявольские лорды бросают на нас свои армии раз в несколько дней, и делают они это для того, чтобы исчерпать все наши козыри. Подробности ситуации я сообщу вам двоим позже, ответил с кривой улыбкой мастер Лазурный Дракон. Действительно, эти дьявольские владыки чрезвычайно лорды, и каждый раз, когда они нападают на город, мы вынуждены истощать большое количество наших защитных ресурсов. Во многих случаях нам двоим приходилось покидать город, чтобы сражаться с врагами, и дьявольские владыки всегда будут нападать на нас. Если бы мы не использовали несколько козырей, чтобы защитить себя, мы могли бы легко пойти по стопам наших 2 павших собратьев-даосов, сказала фея Линь Луань. На ее лице появилось выражение сильной обиды. «Похоже, город не в очень хорошем положении. Пожалуйста, расскажите о текущей ситуации», — сказал Хань Ли спокойным голосом. «Да, для нас действительно было бы неплохо лучше понять ситуацию», — согласилась фея Серебряного Света. «Товарищ Даос Ши, познакомь наших собратьев-даосов с текущей ситуацией в нашем небесном городе», — сказал мастер Лазурного Дракона, повернувшись к одному из культиваторов пространственной закалки. «Да, великий старейшина», — сказал пожилой мужчина в серой мантии и тут же уважительно сделал шаг вперед. Поприветствовав дуэт Хань Ли, он торжественным голосом начал: «Ситуация, в которой сейчас находится наш небесный город, действительно не очень оптимистична. Все крепости, которые мы построили вокруг города, были разрушены до основания. Дьявольской армии несколько месяцев назад, и 5 из 13 защитных ограничений, которые мы установили вокруг города, также были разрушены. Чтобы восстановить эти ограничения, нам потребуется как минимум месяц передышки. Самый мощный актив нашего города, армия медных марионеток, также сократилась с 100 до примерно 70 тысяч человек. Кроме того, все оставшиеся марионетки серьезно повреждены и отчаянно нуждаются в ремонте и восстановлении. В противном случае их количество будет только сокращаться с возрастающей скоростью. Самое прискорбное — это тот факт, что сокровище, используемое как главный ингредиент для нескольких основных защитных формирований нашего города, было уничтожено в результате внезапной атаки боевых дьяволов в Цилуне, что снизило нашу оборонительную мощь примерно на 30%. По мере того, как пожилой мужчина говорил, мрак в глазах феи Серебряного Света становился все более и более отчетливым. Брови Хань Ли также слегка нахмурились, и, послушав еще некоторое время, он вдруг вмешался. «Почему все это плохие новости? Не можете ли вы рассказать нам что-нибудь хорошее?» Конечно, есть и хорошие новости. До сих пор наш город пострадал не так уж и сильно, и мы потеряли только около 10% всех наших культиваторов низкого и среднего уровня и смертных воинов. Просто боевой дух остальных не очень высок из-за частых сражений, которые нам пришлось пережить, и смерти 2 старших на стадии интеграции тела. Кроме того, наши запасы духовных камней и других ресурсов при нас и могли бы прослужить нам несколько десятилетий без проблем. Таким образом, пожилой мужчина в серой мантии начал перечислять положительные стороны по указанию Хань Ли. Понятно, значит, у нас нет недостатка в рабочей силе или ресурсах. Поскольку мы с братом Ханем здесь, чтобы укрепить город, есть очень хороший шанс, что мы сможем его защитить, сказала фея Серебряного Света с легким облегчением в тоне. Товарищ Даос Лазурный Дракон и я тоже так думаем. С вашей помощью нам больше не придется бояться 4 дьявольских лордов. И если мы можем устроить демонстрацию, чтобы показать всем, что наши высококлассные силы не уступают силам дьявольской армии, тогда я уверен, что боевой дух быстро восстановится, сказала Линь Луань с надеждой в глазах.
Действительно, когда дьявольская армия снова нападет на наш город, нам просто нужно придумать способ поймать 4 дьявольских лордов, а затем высвободить силу астрального формирования 9 солнц. Возможно, мы сможем серьезно ранить одного или двух дьявольских лордов, оптимистично вмешался мастер Лазурного дракона. Скорее всего, это будет не так просто. Эти 2 дьявольских лорда уже видели, как мы вошли в небесный город, поэтому они определенно будут настороже. Скорее всего, они разработают контрмеры против астрального формирования 9 солнц или просто подождут до того дня, когда 5 солнц превратятся в луны, прежде чем они снова нападут на город, сказал Хань Ли, покачав головой. Хе-хе, если они решат это сделать, тогда наш город получит столь необходимую передышку. Если мы сможем восстановить городские ограничения и армию медных марионеток, а также подготовить некоторые другие козыри, которые у нас есть в рукавах, мы, возможно, сможем защищать город, даже если астральное формирование 9 солнц потерпит неудачу. Однако, что бы ни случилось, нам потребуется ваша помощь, товарищи даосы, с холодной улыбкой сказал мастер Лазурного дракона. После недолгого молчания Хань Ли кивнул и сказал: похоже, это все, что мы можем сделать на данный момент. Не волнуйтесь, если эти дьявольские лорды присоединятся к нападению на город, товарищ даос Серебряного Света и я обязательно окажем вам помощь. Мы проделали весь этот путь с целью помочь вашему городу в эти трудные времена, поэтому мы, конечно же, не собираемся просто стоять и смотреть, когда потребуются наши услуги, с улыбкой вмешалась фея Серебряного Света. Примите мою благодарность, товарищи даосы, сразу же благодарно сказала фея Линь Луань, и мастер Лазурного дракона также выразил свою благодарность с ликованием в глазах. После этого Хань Ли и фея Серебряного Света задали еще несколько вопросов об обороне города, и после того, как культиваторы пространственной закалки ответили на все их вопросы, они ушли и были доставлены в свои тихие комнаты культивирования, чтобы отдохнуть. Они долго путешествовали, чтобы добраться до небесного города, а битва с дьявольской армией могла разразиться в любой момент, так что им действительно нужно было отдохнуть и восстановить силы. Конечно, перед расставанием мастер Лазурного дракона дал каждому из них нефритовую карточку с информацией о дьявольской армии, с которой они столкнулись. Таким образом, пока они отдыхали, они могли ознакомиться со своими врагами. После ухода дуэта Хань Ли группа культиваторов пространственного закаливания также ушла. Мастер Лазурного дракона посмотрел на их уходящие фигуры и внезапно глубоко вздохнул. «Ты все еще обеспокоен, товарищ Даос?» — спросила фея Линь Луань со слабой улыбкой. «Как я могу не волноваться? Мы оба видели, как наши собратья Даосы были убиты в тот день. Эти 2 дьявольских лорда гораздо страшнее, чем мы себе представляли. Даже с помощью товарища Даоса Ханя и товарища Даоса Серебряного Света наши шансы обеспечить победу все еще очень мало», — мрачно сказал мастер Лазурного дракона. Выражение лица феи Линь Луань слегка помрачнело, когда она услышала это, но затем на ее лице появилась холодная улыбка, и она сказала: «Но если мы используем эту штуку, у нас все еще есть шанс, и не то, чтобы мы их обманули». Глава 1909. Потомок священного предка. Ты действительно планируешь выпустить эту штуку? Даже объединив силы всех 4 из нас, мы смогли запечатать ее в астральном формировании 9 солнц только тогда, когда она была в самом слабом состоянии. Если бы мы выпустили этого монстра, возможно, он сначала нападет на нас, прежде чем нападет на наших врагов. В конце концов, он обладает некоторым разумом, обеспокоенно сказал мастер Лазурного дракона. Не стоит слишком беспокоиться об этом, талисман кровавой души почти готов и находится на завершающей стадии подготовки. Я уточнила у мастеров других сект и узнала, что хотя он еще не готов, в настоящее время он все еще будет эффективен примерно наполовину того, каким должен быть в полной форме. Если мы введем этот талисман в монстра, даже если мы не сможем полностью контролировать его, мы, по крайней мере, мы сможем гарантировать, что он не нападет на нас. Наш главный приоритет сейчас — выдержать этот период в 2 месяца. Запечатывание этого зверя в астральном формировании 9 солнц действительно очень безопасная договоренность, но если формирование не деактивируется само по себе, мы также не сможем освободить этого зверя. Ты и я оба знаем, что если бы дьявольские лорды не заботились о жертвах и начали полномасштабную атаку на наш город, даже с астральным формированием 9 солнц, мы никак не сможем их остановить, мрачно сказала фея Линь Луань. Талисман кровавой души готов? Это фантастика. С помощью товарища Даоса Ханя и феи Серебряного Света мы сможем продержаться до этого дня. Я уверен, что эти дьявольские существа не ожидали, что мы также ждем день, когда 5 солнц превратятся в луны, сказал мастер Лазурного дракона в приподнятом настроении. С помощью этого монстра, даже в худшем случае, мы, по крайней мере, будем наравне с этими дьявольскими существами. Если случится что-то худшее, нам просто нужно будет взять наших основных учеников и отправиться в город высшего неба. Нам придется полагаться на их милосердие для нашей безопасности, но, по крайней мере, это гарантирует, что мы переживем это дьявольское несчастье.
в течение нескольких дней до дня, когда 5 солнц превратятся в луны, соберем все ресурсы города и основных учеников, чтобы мы могли уйти сразу же, если потребуется. Если мы сделаем все возможное, чтобы сдерживать этих дьявольских лордов, эти ученики определенно смогут безопасно скрыться, сказала фея Линь Луань с уверенной улыбкой, и было совершенно ясно, что она много думала об этом плане. Обдумав мгновение предложенный план, мастер Лазурный Дракон решил, что он вполне разумен, но затем на его лице появилось отчаянное выражение. Полагаю, это наш единственный вариант. Какая жалость, если бы два наших товарища Даоса не попали в эту ловушку, наш небесный город был бы сейчас в гораздо лучшем положении. Действительно, кто бы мог подумать, что дьявольские лорды станут такими хитрыми? Если бы мы предугадали их замысел и развязали заранее подготовленный вчетвером массив, то точно были бы как минимум на равных с теми дьявольскими лордами, вздохнула фея Линь Луань. Хорошо, теперь мы определились с нашим основным планом действий, но я должен попросить тебя вести наблюдение, поскольку наш общий моральный дух все еще очень шаток после потери двух наших великих старейшин. Кроме того, убедись, что не жалеешь ресурсов на ремонт этих медных марионеток. Нашим 4 сектам понадобились десятки тысяч лет, чтобы отшлифовать их, и они являются нашим главным противовесом дьявольским кавалерам. Конечно, но я думаю, что пришло время подумать о том, чтобы высвободить наши элитные силы против этих боевых дьяволов Цзилуня. В противном случае одних марионеток определенно недостаточно. Таким образом, двое начали обсуждать некоторые другие вопросы. Справедливая Линь Луань обладала немного худшей базой культивирования по сравнению с мастером Лазурного Дракона, но она явно была лидером, когда дело доходило до принятия решений. В то время как они двое обсуждали, 4 дьявольских лорда также обсуждали некоторые вопросы вместе. Они находились в зале в огромной долине, окутанной плотной дьявольской ци в десятках тысяч километров от небесного города. Телун сидел на главном сиденье, в то время как Фэй Я бесстрастно прислонился к каменной колонне у входа в зал. Двумя другими дьявольскими лордами были улыбчивая красавица в голубом платье и великан 40 футов ростом в огненно-красных доспехах. Сквозь полный доспех были видны только его глаза, а в них плясало пламя. Что? Трио лорда Ли было убито. И нам приказали прекратить нападение на небесный город, чтобы расследовать это дело. Недоверчиво воскликнул великан в красных доспехах. Несмотря на то, что он старался говорить как можно тише, весь зал все равно сильно дрожал. «Это правда, брат Те? Ты же не шутишь?» В замешательстве спросила женщина-дьявольский лорд. «Я только что получил этот приказ после моего возвращения». Этот приказ был передан самим мастером Сюэ Гуаном, так что он определенно подлинный. Кроме того, мастер Сюэ Гуан даже выделил собственную стражу близнецов Инь-Ян, которые встретятся с нами через месяц. Похоже, что не только трио лорда Ли было убито, но и что-то, что было чрезвычайно важно для мастера Сюэ Гуана, также было потеряно в процессе, мрачно сказал Телун. Даже дьяволы-близнецы Инь-Ян были посланы. Тогда этот предмет действительно должен быть чрезвычайно важен для мастера Сюэ Гуана. Брат Те, ты знаешь, что было потеряно, чтобы вызвать такую реакцию мастера Сюэ Гуана? Спросила женщина. Я не очень уверен в этом, и мастер Сюэ Гуан тоже не стал вдаваться в подробности. Однако мы сможем спросить дьяволов-близнецов Инь-Ян, когда они прибудут, сказал Телун, покачав головой. Хе-хе, если это что-то, о чем мастер Сюэ Гуан не хочет нам говорить, то я только навлеку на себя неприятности, если попытаюсь найти ответы. Жаль, что нам придется отказаться от нашей атаки на небесный город, вздохнула женщина. Мало того, что эта женщина была дьявольским лордом ранней стадии интеграции тела, она, казалось, считала Телуна с его поздней стадии интеграции тела равным себе. Мы не сдаемся, это всего лишь временное прекращение огня. Как только наступит день, когда 5 солнц превратятся в луны, мы начнем полномасштабную атаку. 2 человека-культиватора на стадии интеграции тела только что прибыли в небесный город, и они довольно сильны, так что больше нет смысла запускать эти атаки, чтобы свести на нет оборону города. Вдобавок ко всему, видя, что дьяволы-близнецы Инь-Ян идут сюда, возможно, мы сможем пригласить их помочь нам во время нашей сильнейшей атаки. Даже если люди придумают какие-нибудь уловки, они не справятся со всеми 6 из нас, спокойно сказал Телун. Это правда. Если дьяволы-близнецы Инь-Ян также смогут поучаствовать в атаке, тогда мы сможем с легкостью уничтожить город. Кстати говоря, судя по твоим словам, ты, кажется, уже столкнулся с 2 новыми людьми-культиваторами. Не мог бы ты рассказать нам об их способностях? Спросила женщина. Услышав это, Телун слегка нахмурился, прежде чем ответил. Я не единственный, кто столкнулся с этими 2, брат Фэй тоже был со мной. Ты тоже был там, брат Фэй? Что ты думаешь об этих людях-культиваторах? Спросил великан в красной броне. Фэй Я, похоже, не любил говорить, и только после долгой паузы он дал отрывистый ответ.
Там слабый культиватор ранней интеграции тела и мощный культиватор средней интеграции тела. Женщина немного замялась, прежде чем усмехнуться. Это не очень полезный ответ, брат Фэй. Кроме того, что ты прямой потомок священного предка Сюэтяна, и твои силы куда выше их мастеров того же калибра, твои параметры могучих и слабых сильно отличаются от наших. Один из них слабее тебя, а другой может убить тебя, так яснее. Фэй я уточнил в бесстрастной манере, и смешки женщины тут же оборвались, когда на ее лице появилось мрачное выражение. Это преувеличение, брат Фэй. Фея Ю, одна из потомков мастера Мин Ло, и ее родословная может быть не такой чистой, как твоя родословная прямого потомка, но она определенно намного сильнее, чем другие дьявольские лорды ее базы культивирования, скептически сказал великан в красной броне. Я просто говорю вам то, что думаю, вы можете верить этому или нет, холодно ответил Фэй Я. Гигант в красных доспехах никак не отреагировал на это. Хе-хе, слова брата Фэя немного резкие, но один из этих двух новых людей-культиваторов действительно довольно необычен. По крайней мере, его физическое тело не слабее моего, и он обладает невероятной силой. Он смог вырваться совершенно невредимым из захвата, который я развязал. Имейте в виду, что он был застигнут врасплох, а мой захват был пронизан намеком на силу законов. При нормальных обстоятельствах он должен был легко захватить культиватора среднего этапа интеграции тела, сказал Телун. С ним действительно так трудно иметь дело. Женщина была искренне удивлена, услышав это. Брат Фэй определенно не преувеличивает. Даже меня поразило чувство крайней опасности, когда я столкнулся с этим культиватором-человеком, и, возможно, я не смог бы победить его. В противном случае мы с братом Фэем не сразу бы отступили после начальной конфронтации. Если вы двое столкнетесь с этим культиватором-человеком, вам действительно следует быть осторожным, мрачно сказал Телун. Спасибо за слова предостережения, но если я действительно столкнусь с этим человеком-культиватором, я хотела бы встретиться с ним лицом к лицу, чтобы увидеть, действительно ли он так силен, как вы двое заявляете. Сказала женщина, когда в ее глазах вспыхнул соревновательный блеск. Брови Телуна слегка нахмурились, когда он услышал это, и он уже собирался что-то сказать, когда гигант в красных доспехах внезапно выдвинул теорию, которая потрясла все сердце. Если этот человек-культиватор настолько силен, то, может быть, он стоит за смертью троицы лорда Ли? Глава 1910. Таинственный деревянный ящик. Выражения лиц Телуна и женщины слегка напряглись, когда они услышали это, и они рефлекторно обменялись взглядами. На стоическом лице Фэй я также появился намек на удивление. Теперь, когда ты об этом упомянул, это действительно вполне возможно. Судя по тому времени, когда трио лорда Ли было убито, есть большая вероятность, что они столкнулись с двумя культиваторами-людьми, когда путешествовали в Небесный город. В этом случае, этот человек-культиватор должен быть даже более могущественным, чем я его себе представляю. С помощью другого дьявольского лорда мне не составит труда победить троицу лордали, но даже я не смогу убить их всех, если они намеревались скрыться с места происшествия, задумчиво сказал Телун. В таком случае мы действительно должны рассматривать этого человека как грозного врага. Если он смог убить трио лордали, то нам может быть довольно сложно убить его даже с помощью дьяволов-близнецов Иньян. Если он полон решимости сбежать, тогда только священный предок сможет поймать его с абсолютной надежностью, пробормотала женщина, нахмурив брови. Действительно. Вдобавок ко всему, теперь, когда этот человек присоединился к небесному городу, он также может оказаться важным изменчивым фактором в наших планах, сказал Телун с мрачным выражением лица. Весь зал погрузился в тишину, и четверо дьявольских лордов немного забеспокоились. Если случится худшее, тогда нам просто придется снова использовать эту стратегию. Если мы сможем заманить его в нашу ловушку, он не сможет сбежать. Нам удалось убить тех двух человеческих культиваторов стадии интеграции тела в прошлый раз, не так ли? Вдруг предложила женщина. Мы не можем использовать эту стратегию снова. В последний раз мы это сделали за счет почти 1000 дьявольских кавалеров и более 10 боевых дьяволов. Это все элитные силы, которые были кропотливо обучены нашей священной росой. Мы не можем просто так пожертвовать ими, яростно возразил гигант в красных доспехах. Но если мы не воспользуемся этой стратегией и позволим этому культиватору-человеку сбежать, он может в конечном итоге убить больше наших братьев, чем нам пришлось бы пожертвовать, чтобы поймать его. Мастер Сюэ Гуан ищет его, и мы позволили ему сбежать, кто из нас вынесет гнев мастера Сюэ Гуана? Телун холодно фыркнул в ответ. Я только что задумался, как могло случиться такое совпадение, что это он убил троицу лорда Ли, великан в красных доспехах отступил с кривой улыбкой. Нам придется начать расследование, чтобы убедиться, что он действительно преступник. В любом случае, мы должны рассматривать это как дело о его виновности, пока не будет доказана невиновность. Я бы предпочел потратить необходимые ресурсы, чтобы убить его, чем неправомерно позволить ему сбежать.
Однако я не думаю, что нам придется снова использовать эту стратегию, чтобы убить того человека, сказал Телун. Что ты имеешь в виду, брат Те? Сначала ты сказал, что мы сможем убить этого человека только с помощью этой стратегии, а теперь ты говоришь, что нам, возможно, и не придется этого делать. Что это значит? Спросила женщина, раздраженно приподняв брови. Позволь мне подробнее рассказать о моем мыслительном процессе, фея Юй. Дьяволы-близнецы Инь-Ян действительно очень сильны, но даже в сочетании их силы лишь приблизительно сопоставимы с моими. Учитывая, что мастер Сюэ Гуан послал их выследить преступника, то он, должно быть, дал им способ убить этого человека. В противном случае, если этот человек смог убить трио Лордали, то ему не составит труда убить и близнецов тоже, и я уверен, что мастер Сюэ Гуан знает об этом, спокойно объяснил Телун. Это действительно имеет смысл. В таком случае нам действительно не нужно чрезмерно беспокоиться. Мы можем просто приберечь эту стратегию как последнее средство, когда все остальное не сработает. Гигант в красных доспехах очень обрадовался, услышав это. Тем не менее, женщина, казалось, все еще не была убеждена. Она повернулась к молодому человеку в белом и спросила: «Что ты думаешь, брат Фэй?» «Меня не волнует, какие меры вы приготовите, чтобы поймать этого человека, но я должен быть тем, кто лишит его жизни. Он обладает типом ледяной силы, которая будет чрезвычайно полезна для меня», — сказал Фэй я леденящим тоном. Услышав это, женщина слегка запнулась, прежде чем усмехнуться. «Не волнуйся, я обязательно оставлю его тебе». «А как насчет тебя, брат Те?» Телун на мгновение заколебался, прежде чем ответить. «Я, естественно, более чем готов позволить брату Фэю также оказать почести, но я возьму половину сокровищ этого человека, а половина будет разделена между Феей Ю и братом Яном. Я полагаю, у тебя нет возражений против этого, брат Фэй». «Все, что мне нужно, это ледяная сила этого человека. Вы можете делать с его сокровищами все, что вам заблагорассудится», — небрежно ответил Фэй Я. «Мы с братом Яном тоже не возражаем», — с улыбкой согласилась женщина. Несмотря на то, что женщина говорила от имени мужчины в красных доспехах, последний, похоже, не счёл это неуместным. «Хорошо, тогда решено. Мы отправим людей для расследования гибели трио Лорда Ли, а тем временем подождем прибытия дьяволов-близнецов Инь-Ян. Я уверен, что мы сможем отследить преступника до наступления дня, когда 5 солнц превратятся в луны. Если это действительно тот человек-культиватор, то мы решим ситуацию с помощью методов, которые мы только что обсуждали. Если это не он, то будем действовать в соответствии с нашим первоначальным планом», — заключил Телун. В небесном городе Хань Ли сидел в секретной комнате на первом этаже замысловатого павильона. Вокруг него были установлены ограничения, и он с задумчивым выражением лица осматривал белую деревянную коробку. Она была ничем иным, как той самой, что он получил после убийства того лысого дьявольского лорда. Однако предмет был запечатан каким-то серьезным ограничением, которое он не мог взломать, и теперь, когда он прибыл в небесный город, у него наконец появилось время изучить его. Из коробки вытекали чередующиеся всплески морозной и обжигающей энергии, и она была способна сдерживать весь духовный смысл, что делало ее еще более интригующей. После долгого тщательного осмотра в глазах Хань Ли внезапно появились 2 вспышки пронзительного синего света, и он заглянул прямо в глубину ящика. При этом выражение его лица начало слегка меняться, и он продолжал смотреть на ящик совершенно неподвижно, словно превратился в статую. Время шло медленно, и 3 дня и 3 ночи пролетели в мгновение ока. В этот момент лицо Хань Ли слегка побледнело, и синий свет в его глазах также несколько потускнел. Примерно через 10 минут Хань Ли сделал печать руками со своеобразным выражением лица, и синий свет в его глазах полностью исчез. Интересно. Итак, этот ящик — сокровище Ксуми, и он был запечатан 13 типами древних ограничений. Если бы я не обладал способностью глаза ясновидящего духа, мне было бы очень трудно его изучить. Эти ограничения чрезвычайно сильны, и мне потребовалось бы не менее нескольких столетий, чтобы сломать каждое из них. Не может быть, чтобы этот лысый дьявольский лорд мог наложить такие глубокие ограничения. Интересно, что может быть в этой коробке, Хань Ли пробормотал про себя. Затем он положил коробку на землю перед собой и стал задумчиво смотреть на нее. Через некоторое время его глаза вдруг загорелись, и ему как будто пришла в голову мысль. Пока что я не могу нарушить ограничения, наложенные на эту коробку, но если я использую эту технику иностранного секрета, я смогу осмотреть ее содержимое. Однако, если там находится злобное существо или что-то еще, дело может стать немного хлопотным. Глаза Хань Ли слегка сузились, пока он взвешивал варианты. Однако он быстро пришел к решению. Да будет так. Даже в худшем случае я лишь частично потеряю свой духовный смысл, а полмесяца медитации позволят мне полностью восстановиться, так что это определенно стоит риска. Имея это в виду, он тут же взмахнул рукавом, из него во вспышке света вылетело около дюжины полупрозрачных пятицветных бусин.
Затем эти бусины превратились в шары духовного света, которые парили в воздухе, а внутри них была серия пятицветных глаз, которые вспыхивали особым светом. Затем Хань Ли перевернул руку, чтобы извлечь еще одну пятицветную бусину, которую он держал перед грудью, прежде чем немедленно произнести заклинание. Тем временем он положил другую руку на макушку, и из него вышла обнаженная золотая зарождающаяся душа. Он сделал странную печать руками парой своих крошечных рук, а также начал читать заклинание. Внезапно яркий свет вырвался из пятицветных глаз внутри шаров духовного света, и они выпустили тонкие лучи пятицветного света, которые во вспышке исчезли в зарождающейся душе. В то же время золотая зарождающаяся душа издала низкий крик, прежде чем резко указать пальцем на бусину, которую держала перед грудью Хань Ли. Золотое изображение вырвалось из тела зарождающейся души, а затем сразу же исчезло в бусине. Затем внутри бусины сформировалась размытая проекция зарождающейся души, и золотая зарождающаяся душа махнула рукой в сторону бусины, увидев это. Пятицветный свет закружился на поверхности шарика и быстро влетел в деревянный ящик на земле внизу в виде полосы света. В темном сером пространстве внезапно появилась полоса пятицветного света, прежде чем превратиться в нечеткую гуманоидную фигуру. Несмотря на то, что черты ее лица были довольно размытыми, судя по одежде, это был Хань Ли. Как только он появился, он осмотрел свое окружение с голубым светом, вспыхнувшим в его глазах. Это похоже на иллюзорное ограничение, а не на пространство Ксуми. Может быть, струйка духовного чувства попала в ловушку определенного уровня ограничения. Хань Ли озадаченно пробормотал себе под нос.